Привет, Арми. Это очень важный эпизод для просмотра. В этом мире существует множество форм отношений. Некоторые формируются благодаря физической близости. Некоторые рождаются из рутины. А третьи проявляются только под прицелом камер. Однако, есть один очень редкий вид отношений. Те, которые не требуют усилий, чтобы их увидеть. Потому что они уже есть, прежде чем кто-либо другой их заметит. На протяжении долгого пути BTS, когда 7 участников идут бок о бок к одной мечте, есть две фигуры, которые с самого начала были объединены одним ритмом. Они словно движутся по невидимому пути, понятному только им двоим. Это не задумано, не запланировано. Но это течет естественно, последовательно, и его практически невозможно обойти. Они не всегда стоят рядом. Они не всегда демонстрируют драматичные моменты на сцене. Но именно в этом и заключается их уникальность. Потому что всякий раз, когда они оказываются в одном кадре, в одном пространстве или в один и тот же момент, вся атмосфера меняется. Без диалога. Без скиншипа. Без сценария. Как две энергии, притянутые друг к другу без малейшего усилия. Тэхён и Чингук. Имена, каждая из которых обладает силой. Но когда они находятся рядом, они создают синергию, слишком сильную, чтобы ее игнорировать. Есть что-то в том, как они выглядят, двигаются и реагируют друг на друга, что-то, что заставляет фанатов задаться вопросом, неужели это просто дружба? И вот здесь начинается это долгое путешествие по истории. В каждом путешествии BTS есть два имени, которые всегда движутся в одном направлении. Две фигуры, которые даже без слов могут говорить на языке, понятном только им. Тэхён и Чингук. Тэкук. С другой стороны, в истории любого большого фандома всегда наступает момент, когда спор становится слишком раздутым, чтобы его игнорировать. И теперь настала очередь Арми оказаться в эпицентре этой бури. Все началось с мелочей, видеоклипов, сценических фотографий, переосмысленных жестов, и возникли две основные фракции, которые становились все громче с каждым днем. Чингук против Тэкука. С одной стороны, были фанаты, которые считали Чингука и Чимина идеальной парой. Их очевидная близость перед камерой считалась неоспоримым доказательством. Их химия на сцене, их подшучивание на развлекательных шоу и их милое общение вживую считались признаками эмоциональной связи. Но со временем все больше Арми чувствовали нечто гораздо более глубокое, то, что камера не могла скрыть, и что становилось особенно очевидным, когда она была расфокусирована. Именно это заставило имя Тэкука снова зазвучать. Потому что отношения Тэхёна и Чингука — это не только прикосновение. Это не только физическая близость. Это то, как они смотрят друг на друга. Тэхён знает, когда Чингук устал, даже если Чингук не произносит ни слова. Чингук понимает, когда Тэхён нервничает, просто по легкому пожатию плеч. Они оба знали, когда друг другу нужно пространство и когда им нужна компания. Этого даже камера не могла подделать. И когда Арми начали копать глубже, напряжение начало спадать. Международные фанаты обнаружили, что некоторые из циркулирующих, романтичных фотографий Джингука на самом деле результат манипуляций искусственного интеллекта. Композиция тела была нереалистичной. Тени были рассинхронизированы. Освещение не было совмещено со сценическим освещением. Некоторые части лица были размыты из-за процесса автоматической реконструкции. А самый вирусный комментарий, который сразу же расколол фандом, был таким: если говорить о настоящей эмоциональной близости, то это Тэхён и Чингук. Джингук выглядит как пара, созданная для фан-сервиса перед камерой. Как только появился этот комментарий, фандом взорвался, как динамит.
Некоторые полностью согласились. Некоторые категорически не согласились. Некоторые начали замолкать и впервые задумались. Все ли мы следовали своему примеру все это время? Если главный вопрос был, у кого были самые вирусные моменты? Теперь вопрос звучит так. Кто самый искренний без камеры? А здесь Таекук сияет непринужденно. Потому что отношения Тэхёна и Чингука не строятся на сцене. Они не навязаны фан-сервисом. Они не срежиссированы сценарием варьете. Их взаимодействие возникает там, где даже камера не хочет ничего видеть. Во время танцевальной практики Чингук автоматически стоит рядом с Тэхёном. На концертах Тэхён первым улыбается, когда Чингук импровизирует с вокалом. В аэропорту они неосознанно идут в одну сторону. Во время интервью Чингук рефлекторно поворачивается к Тэхёну за утешением. Не нужно никакого скиншипа. Не нужно флирта. Потому что их химия – это не игра. Это энергия. Когда два человека понимают друг друга, защищают друг друга и считают друг друга своим домом, это невозможно подделать. И армии начали замечать закономерность. Каждый раз, когда эти двое общались, атмосфера была иной. Не как у брата и сестры. Не как у близких друзей. Не просто как у коллег по работе. А как у двух людей, которые давно выбрали друг друга. По сей день. Без всякой суеты. Без каких-либо заявлений. Таекук остается главой, которую невозможно заменить. В конце концов, дело было не в том, кто стал самым вирусным в Твиттере. Не в том, кто больше всех целовался на сцене. И не в том, кто получил самые милые снимки. Фандом осознал, что эмоциональная близость не всегда отражается в ярких жестах, иногда она скрыта в молчании, понятном только двум сердцам. Чингук, возможно, более взрывной. Полный смеха. И очевидный. Они дарят милые моменты, которые легко запечатлеть на камеру и легко понять публике. В этом нет ничего плохого, это по-своему прекрасно. Но яркая красота – не единственная форма близости. Таекук другой. Они не фейерверки. Они тлеющие угли. Не яркие, но никогда не гаснущие. Они не взрываются, но всегда рядом. Они не пытаются ничего доказать, они просто такие, какие есть. И именно это делает их отношения более реальными для многих фанатов. Путь фандома в конечном итоге приводит к гораздо более глубокому вопросу. Дело не в выборе пары, которая популярнее, а в размышлениях о том, что значит настоящая близость. Должны ли отношения всегда быть большими? Или иногда самые крепкие отношения – это тихие, но никогда не колеблющиеся? Очевидно, что и Джимкук, и Таекук добавили красок в историю BTS, разные цвета. Разные оттенки и разные воспоминания. Никого нельзя ненавидеть только потому, что мы видим одну динамику чаще, чем другую. Потому что сами BTS всегда учили нас, что любовь бывает разной. А дружба может быть историей гораздо глубже, чем можно описать словами. Мы можем никогда не узнать всю правду за кадром, возможно, нам это и не нужно. Все, что мы можем делать, это наслаждаться путешествием, моментами и близостью, которую они привносят на экран. И прямо сейчас. Одно неоспоримо. Тэхён и Чингук остаются парой, которая никогда не угасает. Всегда будоражит любопытство. Всегда кажется естественной. И, возможно, именно поэтому Таекук навсегда останется главой, которую время никогда не закончит писать. А теперь мяч на стороне фандома. Что вы думаете, армия? Действительно ли Таекук самые естественные и настоящие отношения? Или вы видите Джимкука более реалистичной парой? Оставляйте свои мысли в комментариях, лучшие из них мы прочтем в следующем видео. И не забудьте лайк, комментировать, подписаться.
Чтобы не пропустить последние новости, самые безумные теории и другие моменты из жизни Тхэкук, которые гарантированно заставят сердце фанатов трепетать каждый день.